После большой премьеры Sonic в кино 2 я решил разобрать, а сколько ошибок и ляпов было в анимационном фильме. Сегодня разберем первую часть со всеми недоработками, а потом на канале выйдет и разбор ляпов во второй части. А для вас это еще одна возможность вспомнить прекрасный фильм, с чего начались события приключений Соника. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я покажу все ляпы в анимационном фильме Sonic в кино. Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, если вы житель СРФ, пожалуйста, включите VPN перед просмотром ролика, так вы сможете поддержать мой канал. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Колец летит к горе намного меньше, чем нам показывают в конце. Такое ощущение, что они раздваиваются. Выбрали для погони самый густонаселенный район города. Неужели нельзя было решить вопрос иначе? Соник мог уверен убежать с города. Перебор, да? Я опережаю события. Я всегда все опережаю. Ладно. Соник специально как будто прячется за машинами, чтобы их взрывали. Огромный ущерб городу, и неизвестно, сколько жизней еще погубили они своей гонкой. Когда нам показывают перемотку фильма, нам на самом деле показывают перемотку не всех моментов, а лишь с конца до середины. Здесь было все. Песчаные пляжи, бурные водопады, которые мне велели держать в тайне. Но, как любой ребенок, я делал все наоборот. За столько лет один огромный мост просто-напросто рушится, а деревянный и хлипкий стоит как ни в чем не бывало. Хотя если какой должен разрушиться, то деревянный в первую очередь. Когда Том стоит на обочине, спрятавшись за баннером Green Hills, его нос машины торчит около дороги, поэтому, увидев это, водители сразу смекнут, что на этом месте прячется полицейский, и не станут прибавлять скорость, дабы не получить штраф. Когда Том видит иголку Соника, он его подбирает голыми руками, хотя он полицейский и не должен оставлять отпечатки пальцев на разного рода уликах. О, вкус жизни почувствовал? Пока Соник бегал с черепашкой, за все время их скоростной прогулки не было ни одной машины, что очень даже странно. Кайфую на полную катушку. Моя библиотека. Когда Соник перечитывает или читает комиксы про Флэша, их количество становится справа больше, чем слева. Домашний фитнес-центр. Если это своеобразная стиральная машина, то у нее нет ни кнопок управления, ни поддона под порошок. Да и такое ощущение, что и барабан в ней отсутствует. Выглядит как плохая 3D-моделька. Обожаю кино по вечерам. Хоть бы Киану Ривз, хоть бы Киану Ривз. Да, Киану! Почему собака не учуяла Соника, когда он по сути был в метре от нее? У меня было очень много собак, и поверьте, их чутье просто феноменальное. Собака бы сразу начала лаять, и просмотр фильма бы не удался. Сан-Франциско, отстой? Оу. Торт не тот. Никогда в тебе не сомневалась. Не знаю, нормально ли, что сливочные торты лежат не в холодильнике, а просто в полке. Иголка Соника намного больше в кадре ночи, чем в кадре, когда Том впервые ее нашел, либо так просто кажется. Свет вырубился не по вине террористов, и это не снежный человек. Этот субъект — нечто совершенно иное. Работник говорит, что это может быть нечто иное, хотя по сюжету понятно, что до этого в Пентагоне уже обсудили всевозможные причины возникновения отключения электричества, и нам становится и так понятно, что это то, с чем еще не сталкивалась Земля. Зачем повторять одно и то же, мне и самому не ясно. Чем занимаетесь? Просто рисуем с Джоджо и Рэйчел. Когда девушка Тома говорит, что она рисует Джоджо и Рэйчел, она на самом деле рисует сама, а вот Джоджо и Рэйчел с большим успехом собирают лего-конструктор. Гель для волос, крутая шляпа, недоеденная дыня и ароматическая свеча. Полная коллекция комиксов и кресло-мешок. Когда Соник собирается улетать с Земли, он собирает вещи и собирает полную коллекцию комиксов, но она еще меньше, чем была до этого даже в левой стороне, которую нам показывали. Мяу?
Весь фильм нам показывает, что Соник довольно быстрое существо, поэтому полет дротика для него был бы также очень медленным, и увернуться он всегда бы успел. Но есть и контраргумент. Видя, как он доверяет Тому, навряд ли он насторожился, увидев у него подобие на пистолет. Поэтому ладно, такой момент тут допускается. Когда мешочек с колечками падает с такой высоты на крышу здания, по какой-то причине ни одно колечко не выпадает из него. Хотя уверен, в реальности, если бы такой мешочек упал и еще бы ударился об крышу, кольца пришлось собирать по всей округе самого Сан-Франциско. Сан-Франциско? Сэр Пончик. Ты говоришь? Когда Том встречает Соника, Соник уже сказал фразу «Сан-Франциско», а теперь, когда Соник просыпается и стал говорить, Том удивляется, мол, ты говоришь, а до этого типа он якобы его не слышал, хотя стоял рядом с ним, в метре буквально от него. Без шуток, так вы электромонтер. Значит, вы знаете Спенсера, мы вместе играем в софтбол. Спенс. Славный парень. Когда Том якобы считает работника за электромонтера, Эггман соглашается на это и подыгрывает. Но серьезно? И это именно тот человек с ученой степенью, который на это повелся? Именно так выглядят электрики в красивом наглаженном черном костюме с идеальной прической и без инструментов? Но серьезно, это просак сценаристов, не иначе. Полностью моя вина. Едешь? Да. До этого Соник нам говорил, что он пользуется гелем для волос, но теперь укладывается точно так же и без него. Он такой гладкий! О, смотри, он еще и крутится! Здорово! Укачало. Соник в баре спокойно выкидывает очки Тома. Да, те самые авиаторы, в которых Том успешно работал на дороге. Те самые, что были на пончике. Почему он не заставил Соника принести, когда тот их уронил? Ведь они дороги ему. Или вы тоже, когда роняете свою любимую вещь, просто забиваете на нее и живете дальше. Когда Соник в замедленном времени фоткает парня в баре, во-первых, вспышка была бы такая же замедленная, как и все временное пространство. А во-вторых, много ли вы знаете телефона с вспышкой на фронталку? Да, я знаю, что такие есть у новеньких Vivo и у флагманов прошлого года, но этот телефончик не тянет ни на один из них. И нет, это не вспышка экрана. Визуально видно, что вспышка как у обычной камеры, поэтому это точно ляп. Том и Соник, когда уезжают, их глазами провожает толпа зевак с бара, и ни один из них не записал и не сфотографировал номер машины, чтобы передать его в полицию. По сути, они устроили погром на сотни тысяч в баре, а их спокойно просто отпустили. Участвовать в спортивных соревнованиях. Завести настоящего друга. Во-первых, бывшие челленджи в записной были другими и зачеркивались одной линией, а теперь мы видим, что они перечеркнуты слишком яростно, и задания совсем иные. Ну, либо я не видел, что Соник переодевался в Элвиса Пресли, но и на другом кадре зачеркнуто по сути все, кроме завести себе друга. Неожиданного. Когда Том и его девушка и Соник пробрались на крышу, Соник был в сумке, которая стояла около Тома всю сцену. Но вот когда Соник скинул их с высотки, сумка волшебным образом куда-то пропала. Хорошая возможность увеличить отрыв! Соник решил показать работнику все самые исторические места Земли, чтобы тот поскорее их разрушил. На песке Сонику было бы вдвойне тяжелее бегать, чем по асфальту, но тут он бегает совершенно так же, как и в любом другом месте. Вместо того, чтобы проверить, живой ли Соник, хотя бы Мэдди, что Том, что Мэдди, что все вокруг просто стоят и смотрят несколько секунд на Соника, гадая, жив ли он остался. Бред. Понятное дело, что эта сцена нужна, чтобы у зрителя были эмоции, но как раз оказав помощь Сонику, у зрителя бы начались эмоции о потере жизни героя. Разве так не делают 90% фильмов о героях? Почему на взрывы, крушение автомобилей, пожар на районе никто из полицейских не приехал? То есть во всем городе Грин-Хиллз есть всего лишь 2 полицейских, Том и его друг. О, даже не думай. Для меня удивительно, как собака смогла подняться на чердак. Каким образом, если у Эггмана нет электричества, нет ресурсов и всего остального, его локатор на руке продолжает работать? Там вечные батарейки?
Тейлз выходит из кольца без ничего, потом у него в руке появляется его устройство поиска Соника. Да и кольца раньше появлялись просто за долю секунды. Тут же какие-то воронки с ветром, что-то новенькое. По итогу в фильме я нашел около 33 чистых ляпов в Сонике. Конечно, придраться можно было бы и до других сцен, но я все же посчитал правильным показать вам самые очевидные, которые реально сложно оспорить. Но если вы нашли больше моментов, можете указать их в комментариях, будет интересно почитать. Я думаю, что это неплохой повод вспомнить интересный фильм. На мой взгляд, один из лучших созданных по видеоиграм, вернее по главному герою видеоигр, мультсериалов, комиксов и так далее. Если вам понравилось видео, то не забывайте о лайках и комментариях, это также поможет поскорее приступить мне к разбору ляпов во второй части Соника. Также, ребята, у меня есть два канала. На одном я делаю разборы кино и сериалов, а на другом прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.